снова здравствуйте. Это макет. Это не будет носиться как изделие. Всего лишь легкий набросок того, что цельнокроенный рукав, короткий, без излишних складок. Ничего никуда не поднимается, двигаться можно как угодно, за книжками, в машине. Вот так выглядит ластовица, переведенная вниз рукава. Для данного короткого рукава это достаточно большая ширина, можно и меньше. Для этого существует макет. Так же, как и ластовица здесь не самая идеальная, и можно поуже сделать. И рукав уже и ластовицу перенести углы дальше, чтобы ее было еще меньше видно. Ластовица. Есть несколько мифов и непонимание, как же она строится, как ее правильно втачивать. На самом деле сложности нет, все очень просто. Если не говорить о нижнем белье, колготках, то обычно ластовицей называют некоторый добавленный фрагмент к основному изделию. Допустим, при раскладке брюк, чтобы их выкроить, не хватает ширины. И в таком случае центральный вот этот мысочек может быть добавлен как отдельный фрагмент. И все 4 детали вместе будут представлять собой ромб, который, когда человек стоит, если не вглядываться, если он не садится, то при правильном построении его не должно быть особо заметно. Но все-таки это всего лишь линии кроя. Обычно ластовица — это что-то, чего стараются избегать. Считается, что это от нехватки, как заплатка. Поэтому ее не очень любят. Ластовица появилась давно, и в разных рубахах, когда полотна были дотканы определенной небольшой ширины, рубаха могла состоять, допустим, из фрагментов, чтобы не выпадал ни один кусочек. Между рукавом и торсом добавлялся вот этот фрагмент. Если человек стоит, направив руки вниз, то, по идее, основная часть изделия покрывает тело, а рукав, при направленной вниз руке, покрывает собой, естественно, руку. Но для того, чтобы покрыть тканью дополнительные сантиметры тела, которые появляются при растяжении мышц, когда рука отводится в сторону, так же, как и с брюками. Когда человек стоит, хватает, но когда ноги на некотором расстоянии расположены во время шага, то дополнительные сантиметры должны быть закрыты дополнительной тканью. И поэтому появляются вот эти вот фрагменты. Если говорить о цельнокроенном рукаве, то при достаточно мягком крое, широких изделиях, рукав строится отведенным в сторону от торса. И поэтому так называемая вот эта ластовица, она уже изначально в крое заложена мягкой линией, переходящей из руки в боковой срез. Если речь идет о рукавах другой конфигурации, не по прямой, не по наклону плеча, а вниз от наклона плеча, то там уже появляется следующий вариант, когда нужна вот такая отдельным фрагментом ластовицы. Как всегда, от руки я сделала несколько фрагментов, начертила. Принято считать, что ластовица — это некоторый ромбовидный фрагмент изделия, который по центру имеет пересечение ширины и длины под прямым углом линий.
Обычно он якобы с прямыми внешними линиями. На самом деле это не так. Он, конечно, может быть и удлиненным где-то. Он может быть и не с пересечением под прямыми углами центральных линий. И линии могут быть выгнутые, вогнутые. Сам по себе, например, вот как полумесяц. Ластовица может быть из проймы переходить в отрезной бочок. Из проймы переходить в нижнюю часть рукава. То есть бок с проймой или рукав с проймой. В то же время это может быть полностью отрезная часть, бок, пройма, рукав. Так что ластовица это не ромб, это абсолютно любой недостающий прикрой фрагмент детали. Считается, что ластовица это один единый фрагмент. Ластовица может быть, кроме того, не только не ромбовидной, не с прямыми линиями по центру, не с линиями под прямым углом. Ластовица может быть одной половинкой для переда и одной половинкой для спинки. То есть шов, переходящий из руки в боковую часть торса, может проходить через ластовицу. Все зависит от того, какая у вас модель, как вам удобно. Иногда ластовицы делают контрастными по цвету, чтобы акцентировать на них и обозначить, что это не заплатка, мы ее не стесняемся. Это яркий декоративный элемент. Вот торс, короткие накидки. Вот рукав. Все переходит одной деталью, одного цвета у изделия. Но получается, что это и отрезной бочок, и рукав с верхним швом, состоящий, здесь одна деталь, при направленной вниз руке якобы не должно быть ничего заметно, но это линия кроя. Она может быть. Многие считают, что не должно быть ни выточек, ни каких-то других дополнительных швов. Я считаю, что в линиях кроя нет ничего зазорного, и дополнительный шов это для посадки, для своей функции, и в них нет ничего страшного. Но если можно скрыть, так, чтобы ее не было особо заметно, почему бы и нет. Теперь, как понять ластовицу на чертеже. Сегодня я не рассказываю о построении всего чертежа, только смысл ластовицы, как ее понять. Когда строится цельнокроенный рукав в сторону отвесного, то его некоторая часть накрывает собой торс, или торс закрывает собой часть рукава. То есть взаимное перекрытие двух деталей образует тот фрагмент, который должен быть восполнен отдельным элементом. Если посмотреть на вточной рукав, то мы знаем, что он втачивается внизу в линию проймы. И вот эта линия проймы, она и должна послужить для нас ориентиром. На линии проймы, чуть отступив от ширины спины или ширины груди, чтобы не было так заметно при направленной вниз руке, ставится точка. Когда рукав пересекает боковой шов, появляется точка номер 2. Вот и все. Это подрез. От первой точки до второй соединяем линией расстояние. Это и есть линия подреза, куда будет встраиваться ластовица. Эта же линия подреза, я ее специально обозначила красным. Ниже линии проймы до подреза тот фрагмент торса, торс обозначен зеленым, от линии подреза до торса, до окончания, ниже проймы,
не хватает вот этого заключенного сторонами участочка. С другой стороны, когда мы, сделав подрез, отведем, например, рукав в сторону, то получается, что от подреза на торсе остается остаток фрагмента рукава. Когда строят рукав, то от вот этой точки первой до линии бокового шва расстояние равно вот этому окончательному кусочку. И когда втачивается рукав, то по логике вот этот участок пройма, он соединяется с линией проймы. Его я специально одинаковым цветом обозначила, коричневым. Поэтому вот так же, как и на торсе, ниже линии проймы, в сторону от подреза, находится фрагмент, который нужно достроить для полной ширины рукава. То есть все, что ниже линии проймы и в одну и в другую сторону от подреза, недостающие фрагменты. Рисунок может быть черно-белым, для других языков может быть непонятно, поэтому я не очень люблю обозначение цветами. Иногда для того, чтобы обозначить, куда какой фрагмент идет, как соединять эти кусочки ластовицы, их обозначают цветами, всеми возможными. Здесь я обозначила только для понимания, что есть подрез и что вот эта линия проймы. Но по факту, когда я черчу какие-то изделия, я обозначаю это только словами, ну или цифрами в крайнем случае. Т – это торс, Р – это рукав. Далее на моих выкройках это обычно выглядит вот так. Зеленая линия – это торс, красный, например, это рукав. Это я для вас сейчас для пояснения. Отвели руку в сторону. Вот здесь появляется недостающее расстояние для рукава, здесь расстояние для торса. На этой сейчас простой достаточно выкройке мы видим стандартный вариант ромбики. Когда я делаю выкройку сама для своего понимания, я просто переношу миллиметры, сантиметры, вот сколько оно есть, и контур с подписанием торса и рукава. Просто вот как оно есть. По сантиметрам, миллиметрам. Далее я подписываю. Пройма, пройма, подрез, боковой шов, подрез, боковой шов. То есть вот это коричневая, это линия проймы. И я пишу на части рукава, что это пройма. На части торса вот эта часть, это тоже пройма. Вот эта линия красной в данном случае обозначена. Хотя здесь запутаться достаточно сложно. Треугольник. Диагональная боковая линия. Это линия подреза. Здесь наклонная диагональная линия. Тоже подрез. Вертикальная линия. Это та линия, которая у нас обычно переходит в боковой шов, когда мы соединяем спинку и полочку. Это боковой шов. Для торса, вот вертикаль, это тоже боковой шов. Вы видите на данном рисунке, что на ромб это мало похоже. На самом деле ничего удивительного. В следующем ролике я покажу короткий цельнокроенный рукав, построение и то, как он у меня выглядит,
с ластовицей. При построении с длинным рукавом особо разницы нет, только достраивается длинный рукав прямой или зауженный с выточкой на локте, переведенный в основном чаще всего в припосадку. Но когда длинный рукав, его линия пересекает боковую линию чуть ниже, и был бы ромб. А здесь получается, что линия пересекает не боковой шов рукава и боковой шов изделия, а вот в этом месте рукава, чуть отступив от шва. В таком случае вот этот фрагмент будет не просто ластовиться где-то в подмышке, это будет нижняя часть рукава. То есть ластовица будет доходить до линии низа. Получается, что в подмышке будет изначально пройма изделия, ластовица изделия, и она переходит в нижнюю часть рукава. Примерно как на красной накидке, которую я только что показывала. Только бочок будет обычный здесь. Когда я подписываю вот так вот, или словами, уж какая линия здесь есть на самом изделии, получается все просто, запутаться сложно. Пока для понимания я оставляю цвета. Итак, у меня есть фрагмент ластовицы, половинка для полочки. Вот соответствующим также вот образом она выглядит. Размеры в миллиметрах здесь не важны, сейчас для понимания. Вот есть нижняя часть для торса. Для того, чтобы сделать выкройку ластовицы, нужно всего лишь линию проймы соединить с линией проймы. В миллиметрах они должны совпадать. И вот получается, что у нас красная линия — это подрез, он совпадает. Боковой шов с боковым швом совпадают. Это можно обвести одним фрагментом. Также сделать на спинке и совместить в один общий фрагмент ластовицы. И когда, если вы на вот этом вот выкроенном фрагменте оставите надписи, то в момент втачивания в изделии вы будете видеть, какая линия куда идет. Это у нас получается торс. Вот эта линия — это линия подреза. Это часть рукава. Она также идет в подрез. Буква П. И мы будем также вставлять. У рукава я предлагаю еще вот маленький вот этот вот участочек. Вот именно, например, в таком варианте, когда это не ромб, написать это низ рукава. Низ. И если вы втачиваете, то вы, получается, низ рукава совмещаете с вот этим подписанным фрагментом. Низ. Вы не запутаетесь. Ластовица выглядит вот так. И в момент втачивания она складывается так. Вот такой галочкой она и вставляется в подрез. На линии проймы она сложена, вставляется в подрез. И мы видим, когда поворачиваем на одну сторону, что это рукав, низ, подрез. Если мы отвернем ее сюда, мы видим, что это торс присоединяется к торсу. Вот подрез. Потому что если так смотреть на выкройку вот здесь, можно запутаться. Вроде мы присоединяем рукав, сюда должны присоединить рукав, но здесь торчит уголок проймы. Здесь присоединяем торс, но почему-то нам здесь в глаза попадается часть рукава. Поэтому
когда мы присоединяем, мы смотрим только на основную линию, на линию той детали, к которой мы присоединяем, и по названиям, что здесь чем является. В таком случае запутаться, мне кажется, достаточно сложно. Попрактиковаться на бумажных вариантах, и тогда в голове уже будет гораздо проще уложить эту информацию. Вот так выглядит на последнее мое изделие половинка ластовицы. Если я это выкрою и не подпишу, то достаточно легко запутаться. Но как бы я ее ни крутила, я прекрасно понимаю, что это у меня часть рукава, это линия, идущая к низу рукава, к боковому шву совпадают обе линии, а эту часть надо встраивать в подрез. Получается, что это вершина подреза, а это идет к краям. Линии подреза сходятся в одну точку. Линия подреза сейчас это одна линия. Когда мы разводим в сторону, это будет две линии, сходящиеся в одну точку. Поэтому две линии сходятся в одну точку. Сложно запутаться. Можно добавить, что в изделиях не всегда бывает все четко и красиво, вот как вот здесь заложено. Может быть такое, что ваше изделие малообъемное, а отвесные рукава узкие. Они обычно строятся все-таки для малообъемных изделий с не очень углубленной проймой. И линия бока может проходить по диагонали. То есть вот здесь будет проходить диагональная линия. И, соответственно, линия торса будет какой-то боковой шов под углом. Значит, когда мы будем здесь чертить, у нас будет линия торса при соединении угловой. Когда мы начертим вторую половинку ластовицы, если это полочка, значит со спинки, получается так, что вот здесь будет какой-то острый уголок. Если у нас есть симметричная вторая половинка, то, соединяя одну с другой, мы получим опять какой-то нахлест. Как их соединять? Если вот по этим линиям соединить, то вот эти разойдутся очень широко. Также по нижним, если соединять, вот эти разойдутся очень широко. Ну, во-первых, есть, конечно, вариант того, что можно играть с линиями по ширине. Если у нас вот здесь вот так фрагмент идет, то мы, получается, можем заузить пройму. Нам это может быть не очень хорошо, если мы вот так накладываем. Вот этого фрагмента проймы нам может немножко не хватить для удобства. Для поднятия руки будет узковато. Во-первых, можно немного наклонить один к другому фрагменты. И все равно будет пересекающийся уголок, но если ткань позволяет, вот эти линии можно немножко свести под углом, чтобы они не так резко расходились при наклоне двух фрагментов друг к другу по верху. А вот этот пересекающийся фрагмент, его по возможности оттянуть утюгом. Тут буквально может быть несколько миллиметров, и если в ВТО ткань поддается, то эти недостающие миллиметры не будут заметны, если это поддастся ВТО. Если получается так, что мы здесь скашиваем немного углы, чтобы эти линии привести
навстречу друг другу, то можно немного заузить рукав, просто чуть наклонив. Это у нас вертикальный шов. Это не только половина рукава теоретической линии. Поэтому мы можем в швах делать небольшие как расширения, так и прибавки. Также короткие рукава можно немного заужать через другой шов. Смотря на вот эти линии, понимая, куда из них какая идет, например, вот этот боковой шов, ее можно немного заузить. И когда мы переворачиваем, у нас немножко теряется картина в голове. Если мы берем нашу деталь, то когда мы ее начинаем крутить, составляя вместе две детали, и мы можем немножко подыграть этими линиями, и наклоны будут другие, более подходящие для стандартного варианта, когда мы сопоставляем это под прямым углом, и все красиво. Зеркальная вторая половинка добавляется. Основные сложности для цельнокроенного рукава обычно заключаются в том, что здесь нужна работа с утюгом, с ВТО, с оттяжкой срезов и с тем, что рукав в сторону отвесного он строится под углом от 45 градусов. И поэтому вот эти швы, они подвержены растяжению во время сборки изделия. Но это может быть и в плюс нам. При построении некоторых отдельных фрагментов мы можем воспользоваться этим не как сложность, а как возможность. Так что ластовица — это всего лишь фрагмент от перекрытия одной деталью другой. И вот этот участок, перекрываемый деталями друг другом, надо построить отдельно. Например, подписать линии, совместить по этим линиям и втачивать, соблюдая технологии укрепления на уголок. До скорых новых встреч!